враг номер один. Более могу сказать, это единственный враг моей страны. Единственный. Маленькой, красивой, богатой европейской Грузии. Я не сомневаюсь, что мы доживем до времен, когда вот этот самый МИД, который виднеется у меня за плечом, от имени всех нас, всех нормальных россиян, принесет извинения грузинскому народу за мерзости путинского 20-летия. Замучили вы нас всех, конечно. Убиваете наших граждан. Уничтожаете нашу государственность. Но мы живем, мы выживаем, потому что есть страны сильнее вас, есть люди сильнее вас. Люди, верующие в собственное будущее, в собственную страну. Гость для грузина – это святое. Он должен принять, накормить, напоить. Вы можете понять такую вещь. Вы вводите людей в искушение, самое настоящее искушение. Грузин должен был бы сказать: «Ты враг, ты напал на мою страну, ты захватил мою землю, ты убил моих близких». А грузин предлагает тебе разделить с ним чашу с вином, а ты вместо слов извинения за свою страну говоришь: «Давайте дружить, давайте обнимемся, мы хорошо к вам относимся». Ребята, если вы такие друзья и так любите Грузию, верните захваченный Цхинвали, выведите российские войска из Сухуми. Вы говорите: а что мы можем сделать? Это же не мы, это Путин. Вы приехали в Грузию как граждане России, как марсиане. Вы кто? Я Ника Гварамия, грузин, директор самого крупного оппозиционного телевидения в Грузии, то бишь самого крупного оппозиционного движения против России, потому что, к сожалению, власть у нас прорусская, если не сказать совсем уж русская. Но я абсолютно уверен, что это последняя русская власть в Грузии. И у этого есть свое объяснение. Почему сейчас и почему последнее? Дело в том, что я, например, меня растила русская няня, тетя Шура Дорошенко. И первым моим языком был русский. Ну, не первым, давайте скажем, я, так сказать, начал так сразу же билингвально разговаривать. И на русском, и на грузинском одновременно. Это было нормально. Я вырос в Сухуми, где на русском все говорили хорошо, прекрасно. Но меня оттуда выгнали. Выгнали, когда мне было 15, и выгнали русские. А что там выгнали? Перебили всех. Кто был важен, кого любили, кто жил жизнью человеческой, нормально. Русские. И этот затерянный мир, который сейчас называется Абхазией, и идет к полному самоуничтожению, он мне снится. Снится не в кошмарах, в хороших снах. Снится мой дом. И, конечно же, когда я просыпаюсь, что же может быть эмоцией первой, негативной? Ненависть. Ненависть к российскому империализму. Этому последнему извергу политической карты мира. Это самая настоящая двусмысленность, потому что после того, как случилась революция РОС, и при помощи президента Саакашвили Грузия просто расцвела, ее ставили во всем мире в пример по многим показателям,
После этого, понятно, кому это надо было, да, после 2006 года, когда из Москвы просто писали списки грузинских детей в школах, обязывали директоров. Но когда он нанес удар в 2008 году, и у нас погибли близкие люди, тем не менее осталась такая двусмысленность, ну, это все как бы, не будем об этом говорить. А мы против Грузии ничего не имеем, говорят в России. А мы вообще хорошо относимся к Грузии. А я спрашиваю, ребята, а вы спросили вообще у грузинских граждан, как они себя чувствуют? Что они должны в такой ситуации делать? Как только они говорят правду, их обвиняют в русофобии. Есть такая шутка, с кем граничит Россия. Ответ, с кем захочет, тем и граничит. С нами, видимо, почему, не знаю, дружить удобнее нас поставить на колени, чем дружить и быть соседями хорошими. Грузию, мы с тобой, наша с тобой страна, поставила в такое положение, что Грузия должна думать, как ей выходить из этой ситуации. А что мы скажем? Мы люди, которые принадлежат к этой культуре с тобой. И мы создали такое искушение для грузинского народа. Согласен? Я не считаю, что это искушение. Россия страна большая, интересная, с прекрасной культурой, девушки красивые. Так что думаю, что абсолютно естественно, что имеется какое-то притяжение между Россией и Грузией. Оно существовало очень давно. И не только на уровне интеллигенции и творческих людей, но и на уровне самом разном. И, по-моему, это притяжение существует до сих пор. И пока самолеты из России в Грузию спокойно летали, огромное количество русских туристов сюда приезжало, и я не слышал вообще ни одного плохого отзыва. Все говорили, фантастически, как все здорово, как все вкусно, как все дешево, какие люди добрые, душевные, как они к нам хорошо относятся. Если будет тяжело в пути, если будет нелегко идти, помни, хулиган тебя любил, помни, он тебя не позабыл. Так слушай, бросай. Даже лето не стану я таких, как ты. Миллион вагон достану, знаю, рано. Рано или поздно. Приползешь ко мне сама зараза, просто бросай. Даже лето не стану я таких, как ты, сволочей. Миллион вагон достану, знаю, рано, или поздно. Приползешь ко мне сама зараза. Эта двусмысленность сопровождала меня с детства. Я родилась в Тбилиси, говорю на грузинском. По воспитанию я грузинка, но по происхождению я русская. И я всегда знала, что Россия оккупант. Из моего личного опыта, когда я был в Абхазии с ООН и с голубыми касками во время абхазо-грузинского конфликта, то россияне там выступали как миротворцы. Это было до Путина, задолго до Путина. И было уже явно, что они принимают абхазскую сторону, и каким-то образом абхазы получают российское оружие через какие-то черные каналы российские. И был такой договор, что была буферная зона на реке Ингури, по-моему, сейчас не помню, по-моему, 3 километра или 6 километров по обе зоны, никакого оружия, никаких крупнокалиберных орудий, даже военных, чтобы там не было. Мы патрулировали это все. Но когда начался, и одна из вещей, то затворы из пушек были сняты и с грузинской стороны, и с абхазской стороны. И эти затворы
хранили россияне, ну, примерно так же, как и в Сирии хранили химическое оружие. Да. И вдруг ни с того ни с сего, когда началась стрельба, у абхазов затворы появились, и они смогли стрелять из крупнокалиберных пушек, орудий, а грузины нет. Они не успели, им пришлось подводить свои войска. Ну, россияне сказали, мы не знаем, как это, откуда, это где-то они спрятали, кого-то обманули. Спорить с ними было бесполезно, но никто ничего не сказал, все промолчали, все сказали, ну что ж делать теперь, что, Третью мировую войну с Россией начинать? Это еще было до Путина. В 1991 году Грузия провозгласила независимость и стала строить современную европейскую страну. Но Россия и не собиралась с этим мириться. В августе 2008 года российские танки, пройдя через Ирокский тоннель, вторглись на территорию независимого государства. В 2008 году, когда я был начальником штаба НАТО в России, началась Россия-грузинский конфликт начался. И опять же, я не буду говорить, что Россия там начала и сконцентрировала, что был план, но таков был. И потом пошло расследование Европейского Союза, европейцев. И, по-моему, ее звали Хайди. И она сделала доклад, который был принят всем Западом, что, оказывается, войну начали грузины. А почему она пришла к такому заключению? Ну, понятно, почему она пришла к такому заключению. Но она же должна была оправдать, что-то написать, что оправдывало Россию в этой агрессии в 2008 году против грузин, против Грузии. Так она написала, потому что в Цхинвале это грузины первые открыли огонь по российскому танку. Представляете себе? Вот так, да. Это советские начали Вторую мировую войну, потому что они открыли огонь по немецкому танку, который почему-то был в Ленинграде. Как это вообще возможно? А как можно напасть на Финляндию? Потому что Финляндия напала на Советский Союз. Так же, как и Грузия напала в 2008 Да, году. и Литва в 1940 году напала на Советский Союз. Это тоже официальный повод для ультиматума и введения неограниченного количества Красной Армии. Потому что Литва напала и захватила одного красноармейца из базы советской. И поскольку Литва так себя ведет, то у Сталина и Молотова нет другого способа воздействия, как только привести в порядок. Здесь эта технология так отработана, и всем Это хорошо отработано, известная. Она же это- хорошо всем известная. Да. Они даже не прикрывают, зашито белыми нитками. Да. Почему в 2008 году не было возмущения, что опять все повторилось, когда он напал на Грузию в 2008 году и свалил это на Саакашвили? Потому что Запад принял такую трактовку, потому что уразуметь и сказать, что Россия агрессор, и, соответственно, должен быть исключен из международных организаций и так далее, никто не посмел. Они были уже под влиянием таких прагматических подходов, что Россия тогда уже нужна для общей борьбы с терроризмом, даже закрывая глаза, что источник терроризма там. Чтобы бороться с ответвлениями мирового терроризма, надо дружить с центром его. 2008 год. Бомбят. Грузию бомбят. Я в своем живом журнале веду блог. Это просто было абсолютно эмоционально. Я каждый день писала, вот сейчас в Азяне упала бомба, это окраина Тбилиси. Сейчас там горе бомбят, сейчас вон столько-то. Сейчас вот что-то абсолютно каждый день же были какие-то новости. И после этого я даже не сообразила, я как-то не обратила внимания, что 1000 людей ко мне завалилось.
из России. Причем они разделились строго на два лагеря. Одни мне, значит, не грузинки, кричали, чтобы все грузины подохли. И Грузию надо ликвидировать как историческую аномалию. И там грузину надо в газовые камеры. Это мне кричат. Это абсолютно не было страшно. Просто немножко похожие настроения потом были здесь в русских обществах. Просто они вслух никогда такого не выскажут. Никогда ни в один микрофон, когда можно привести доказательства, не выскажут. А вот другие как раз писали «простите нас, если можете», причем их было очень много. Люди просто впадали в депрессию, в стресс. Все разговоры о добровольном вхождении Грузии в Российскую империю остались на страницах учебников. А на самом деле в каждой семье существует крепкая память о свободной Грузии и о насильственном присоединении к советской России, которое было осуществлено по обычной незамысловатой схеме, которую практикуют и сегодня. Как вы думаете, могла ли моя преподаватель музыки Медея Паниашвили, всемирно известная пианистка, забыть историю своего отца, когда его, 4-летнего малыша, чудом спасли, выкопали из ямы из-под груды тел, расстрелянных семьями в 1924 году во время Тбилисского восстания? Историческую память стереть невозможно. Никакое принуждение к дружбе и любви не заставит забыть ни 1989 год, ни 2008 год. Все катастрофические даты грузинской истории связаны с Россией. 1783 год, Георгиевский трактат, начало большой катастрофы. 1801 год, аннексия Грузии. 1921 год, аннексия Грузии, советской России. Там я не различаю ни Россию, ни советскую, ни имперскую, ни другую, ни независимую. Россия никогда не жила вне царизма. Это страна царизма. Единственный строй, который работает в России, это царизм при всех исторических периодах. И потому у этого государства нет никакого будущего, потому что не может царизм иметь будущее в 21, 22 и так далее веках. Потому она будет умирать в мучениях и от голода. Только страдать будет народ, который... Я бы не сказал, что ни в чем не повинен, потому что Путин – это их избранец. Крым наш – это все россияне практически, 99%, даже либералы, крымнашисты. Надо менять сознание, надо знать, что таким образом, таким я бы сказал, отношением к иному убивает русский народ собственное государство, потому что мир изменить нельзя, они не в силах. Мир идет вперед, да и Грузия пойдет вперед, а вот Россия останется, наверное, в истории, раздробленная на Московию, Сибирь и так далее. Я бы не был рад. Мне бы хотелось... Сейчас нам хочется, чтобы там был океан. Беспредельно. Безбрежно. Что это самый плохой сосед. И 2008 год уже конечная катастрофическая дата войны. Убийство первого президента Гамсахурдия, спецоперация против Саакашвили, интронизация Иванишвили здесь, идиота, который путем краж, убийств, а по-другому в России деньги просто не делались тогда в 90-х. Сейчас не знаю, потому что мне ничего не интересно про Россию. Вот после этого всего этот последний политический изверг политического мира не может быть в целости и сохранности, не может сохранить себя после Крыма, после Украины, после Сирии. Капля за каплей эта страна идет в прошлое. А в прошлое даже не свое прошлое, прошлое как таковое, а прошлое никак не может попасть в будущее.
Это невозможно. И изменения в России будут, но будут кровавые, потому что это царизм. А других изменений Россия не терпит, они всегда кровавые. Зная русскую историю, мы можем это утверждать с стопроцентной уверенностью. ტაქსიებლები ვიყავით აქედან. ნახევარზე მეტი. წასულები ვიყავით, გვეშინოდა და კაფეში წავედი, დაპოვეთ სახლი, საქონელი, რამე, სულად წავედი. როგორ იყო საშინელება იყო? საშინელება როგორ არის გას მა. რა ტანკები იყო? ტანკები, მა აი ესე ჩამოიარეს დავთვალე. 195 წელი იყო. 195 ტანკი და შენ როგორ ახლა ვეგა პატარა საქმეა. ხალხი შეშინებული იყო დაბრინდროა იყო და ისე კარგად ხარ. და ეხლა ჯარი რო დგას აქ რუსეთის. ჯარი დგას, ეხლა აღარაფერი გასაგებია, მაგრამ ჯარი დგას. საშინელება არ არის ეხლა? როგორ არ არიან, მაინც იწევენ და გადმოდიან აქეთკენ. გადმოდიან აქეთკენ. მე მგონი რომ თავდაღმართი მოსდევს ხოლმე და ისე ჩვენი იქნება, როცა იქნება დრომოვა, მაგრამ როდის იქნება. მიშკა რო ყოფილიყო მიშკა თვითონ მოვულიდა, მაგრამ სააკაში თვითონ მაგარი კაცი იყო. ეს ივანიშვილი არაფერია. სულ პირგალი. აი პირად მე ვულკანიზაციაში ვარ აქ და გადასახადი არ მქონდა რაფერი, ახლა ზარება ხანი მაწყვეს. ეგ ერთი. მეორე მაშინ იმ დროს იყო მუშაობაც იყო. ლარს თავისი პულსი ჰქონდა, თავისი ისა ჰქონდა. ყველაფერი, მაგრამ ეხლა აბა ლარი დოლარს უთანაბრდებოდა ლარი ჩვენი ლარი. ეხლა ვერ. ეხლა რამისა 1 ლარი 1 დოლარი 4 ლარია. რა უნდა პუტინს? რა უნდა იმას რას ფიქრობთ? რა უნდა გაერთიანება უნდა ისე საბჭოთაშიც. საქართველოს საბჭოთაშიც გახადოს რა. რას ფიქრობ, იქნება მეორე ოკუპაცია? შესაძლებელი. აქ ეხლა საშინელია ცხოვრება? ნუ ეხლა არ გადმოდიან, იმ სოფელში არ შემოდიან, მაგრამ გადმოდიან და მიხავთ. Какие возможности были перед Россией для того, чтобы оставить Грузию в зоне своего культурного влияния. Вот ведь тут что важно. Об этом, к сожалению, придется говорить и в отношении с Украиной. Но первый и самым выразительным примером поражения Путина была, конечно, Грузия. Военная победа 2008 года, позорная, чудовищная, начинавшаяся с провокаций, сначала с политических провокаций, потом с военных провокаций, с диверсий, закончилась победой, да, в Цхинвале, отторжением куска грузинской территории. Какая потрясающая военная победа! Посмотрите на эту карту. Это государство победило, отторгло часть земли у этого государства. Какой ценой? Сегодняшняя грузинская молодежь учит английский язык. Он второй язык. В Грузии представить это было 20 лет совершенно невозможно. Ситуация военной победы, оскорбление, нанесенное грузинскому народу, пощечину давать довольно легко. Что ты будешь делать дальше? Как ты будешь дальше существовать с человеком или со страной, которой ты дал эту пощечину? Дурак увидел шах, говорят шахматисты. Есть такая шахматная присказка. Дурак увидел шах. Вот на первом ходу ты угрожаешь, на первом ходу тебе ничего не грозит. Посчитать дальше нету ума, нету представления о том, что нужно посчитать дальше. Чудовищная ситуация. Грузия, которая естественным образом, оскорбленная Грузия,
которую держат только экономические рычаги и военные рычаги, это очень ненадежная связь, да? Это очень двусмысленная связь. Сегодняшнее положение совершенно двусмысленно. Грузия, конечно, отчасти экономически зависима, не так, как Армения, наверное, но вполне экономически зависима от России, от русского бизнеса, от русского туризма. Путин сделал так, что пути русско-грузинской дружбы проходят через преодоление презрения, ненависти, оскорбления. Это очень, очень плохой путь, за который, конечно, придется нам расплачиваться. Что хорошо, это то, что мои дети, да и, наверное, 90% наших детей, а дети это тинейджеры до 20 лет, наверное, еще больше может быть. Они не только не говорят на русском, они не только не понимают, зачем им нужен русский, они не только не знают, что такое Россия. Мои, например, дети не могут даже идентифицировать, что речь, которую они не понимают, это русская. Китайский ли это, яванский или какой-нибудь другой, они не понимают просто. И вот поэтому к власти в Грузии пришла прорусская власть, заменив Саакашвили, про европейского и проамериканского политика, наверное, самого большого в нашей истории. И задачей России является либо сейчас, потому что они знают, что либо сейчас, либо никогда Грузия станет или Краснодарским краем, или европейским государством. Если эта власть уходит, нам нужно просто дотянуть. Лет 10, наверное, нам понадобится максимум, чтобы дотянуть своими спинами, плечами вот все это к тому поколению, которое даже не идентифицирует русскую речь. Они только не разговаривают и не понимают. Если мы дотянем до них Россию, до них свою страну, уже все. У России шансов никаких и никогда не будет. Потому что для этого поколения Россия это только данность географическая. И они, если хорошо учатся, могут найти на географической карте Россию только. И слава Богу, можно и плохо учиться. И не находить даже Россию на географической карте. Я шучу, конечно. Ничего не изменилось. Войска стоят на оккупированной территории, а вы опять приезжаете дружить, пить вино. Что у вас с головой, россияне? Вы и правда не понимаете, что вы творите? Ко мне приезжают нормальные люди, потому что друзья моих друзей. Я просто их вожу, я показываю им этот город, я показываю там страну, и, конечно, я слышу. Я больше слышу, что вокруг звучит эта русская речь, и вот опять-таки это пошлость и похабность. Когда я говорю, на секундочку, о дурновкусии, это не значит, что я сижу, вот это надо говорить там в белых перчатках, там я говорю то, как и представитель изящной словесности, там, это не в этом, просто дурновкусие влечет за собой очень тяжелые последствия. Это обязательно приведет к кровопролитию. Вот рано или поздно это абсолютно семиотическая, там какая угодно связь. Начинается с пошлости. И это катастрофа. Я слышу эти голоса, то есть это тон старшего брата, причем это старший брат, ему только буквально в смысле, там какой-нибудь начальник там дома рядом, начальник ЖЭКа скажет, и сразу они скажут, а сюда они приезжают королями, вы что, это Грузия наша. Это так противно. Во-первых, это древняя страна. Картли была государством в IV веке до нашей эры. То есть уже с IV века, где-то с конца, Картли – это государство со столицей Мцхета. И в V веке здесь точно уже была письменность, потому что просто дошел памятник письменности, а может быть и раньше была. Вот. Но когда вы приезжаете в страну, вы приезжаете просто в другую страну. Вы приезжаете в страну, в которой есть
достаточно... Это несчастная страна, которую всегда все завоевывали. Она на территории Великого Шелкового пути. Ее доверие — это прекрасное расположение, удобное там персы, турки, хазары, византийцы, монголы, татары. Господи, кого здесь только не было, кто только сюда не приходил. Наконец-то пришла Российская империя, ликвидировала Карлико-Ахетинское царство, потом Имеретинское царство. Наконец-то пришел лесник и всех выгнал, в общем, короче говоря. И приезжать сюда потомками вот такого лесника, в общем, они не понимают это, это в порядке вещей, они даже не слышат себя. Вот скажем, я не знаю, я не очень люблю дресс-код в монастырях. То есть все должно иметь меру, там надо относиться с уважением к любым святыням, но все. Но когда я, например, в том же Джвари поднималась, сколько раз я поднималась, и все таких шортах, Вася, Люба, вот такие, иди сюда. Ой, как хочется сказать, ребята, это церковь VI века, и даже не в том, что это место, это красивое место, просто помолчите, послушайте красоту другой страны, другого места, а вдруг вы станете частью этой красоты, и чему-то научитесь. Нет русского человека с недеформированным мышлением, который, за исключением единиц, которые в силу тех или иных обстоятельств ушли из социума и вышли за пределы так называемого русского мира. Не в негативном отношении русского мира, вообще разговорной речи, литературы, всего. То есть люди, которые формируют и формировали свое оригинальное сознание, отталкиваясь от базовых критериев культуры и совести, которые на сегодняшний день сложились в постхристианском, для меня уже постхристианском мире, постхристианском обществе. Таких людей единицы. Поэтому, возвращаясь к вопросу, такие люди, настоящие русские, должны испытывать только чувство глубокого стыда за происходящее. Это первое. И второе – это максимально деликатное поведение в отношении любой страны, когда они либо говорят о какой-то другой стране, особенно граничащей с нынешним пространством Российской Федерации, или когда они вступают на территорию и вступают в контакт с людьми. Но говорить об этом мы можем только чисто абстрактно, потому что таких людей почти не осталось. Таких людей, которые так чувствуют. Я не вижу, вот интернет дает возможность смотреть на большое количество людей, на их реакции. Я не вижу реакции стыда ни у кого, даже из так называемых знаковых фигур интеллигенции. И если бы любой человек из России приехал сразу после войны сюда, его бы встретили так же приветливо. Его бы встретили. Но это не значит, что они согласны с тем, что произошло. Просто, грузины такой народ. Дело в том, что еще российская политика современная, она проводит, по-моему, сейчас, и, я не знаю, власть говорит, что только вот что, у нас хорошо культура застолья, мы хорошо пьем вино, мы хорошо пьем это. Во-первых, это абсолютно российский взгляд на вести. Вот прийти, грузины только петь и танцевать могут, кстати, действительно прекрасно могут, научитесь также. Действительно найдено, действительно открыто, действительно доказано, что здесь делали вино уже 8 тысяч лет назад. Но это довольно сакральная вещь. То есть вино, еще языческая Грузия, потом это перешло в христианство, это некий сакральный символ. Это как бы метафора причащения. То есть ты не просто сидишь за столом и говоришь, ой, давайте дружить. Это не пить вино. Это не просто пить вино, и не просто есть, не просто сидеть за столом. Это приветливость, это надо ценить. Во-первых, надо ценить это, очень ценить. Я не знаю, если в других странах, наверное, тоже такое есть, но когда вы приходите, и у человека надо прийти, понимаете, не туда, где туристические там места, а надо поехать в нищую деревню, потому что я была. Когда у крестьяне, вот у них там уже, их огород уже на той территории, там яблоки не соберешь, там все, и у тебя дома только капуста, немножко вино, немножко все. И вот когда эта нищая семья тебе на стол выкладывает все, что есть. Это гораздо дороже трехэтажных застолий на каком-то другом столе. И понять, что это часть какой-то внутренней культуры.
это не именно культуры не жратвы и питья, а культуры отношения к человеку. И, кстати, то, что Тбилиси гостеприимный город, я вас уверяю, писали еще в 8 веке, 12 веке персы, арабы, все, кто сюда приходил, они тоже об этом писали. Тут очень важно услышать во всем этом шуме, принять другую тишину этой страны. Абсолютно древней страны. Слушайте, вы там заверните за угол, здесь 4 век. Это даже тоже не так важно, что 4 или 5 век, а то, что сохраняется какое-то отношение. Я не знаю, как еще объяснить. Это не объяснишь все равно, когда передо мной будет стать человек, которому это говорить. Я пыталась. Хотя у меня, слава богу, не очень сильно сталкивала жизнь. То есть я стараюсь как-то сторониться людей, которые просто не понимают, потому что со стеной же невозможно поговорить. И вот за дружбу. Все равно вы никуда от нас, все равно мы вместе, вы никуда от нас не денетесь. Все равно за дружбу народов, там, мы такие, все, такая культура, древняя связанность и все. Какая древняя, там Персия еще древнее здесь была, там 100 поколений Персии здесь было, персидская культура, вон, в архитектуре везде видна. Сейчас это все очень, как бы сказать, фантомные вещи. И когда вот так поднимается тост, куда вы от нас денетесь, это уже пошлость. Вот это как раз то место, где дурной вкус, моветон. Нельзя. Если вы приезжаете как люди, выражающие протест против военного захвата грузинской земли вашими войсками, сделайте публичное заявление, обозначьте свою позицию. Иначе вы обычный оккупант. И загадочное «я политикой не интересуюсь» не оправдывает вашего идиотизма. В августе 2008 года, когда российские танки стояли в горе, когда российские самолеты бомбили пригороды Тбилиси, когда до захвата грузинской столицы оставалось 80 километров, Россия была остановлена усилиями мирового сообщества, президента Качинского, лидерами свободного мира. Но Россия не остановилась в своих намерениях. Оккупация продолжается. И это не только пограничная зона, где под покровом темноты передвигают пограничные столбы. Это внедрение русского мира. Истина — это слова, да, мы не можем просто думать об этом. Пока мы не артикулируем, что же мы натворили, что такое русский мир, который, он же не параллелен грузинскому миру. Если это были два мира, которые там дружат или не дружат, это одно. Но когда имперская составляющая говорит: нет, мы к вам с русским миром придем, здесь будет русский мир, у нас будет центр культуры, и вы будете слушать наши хор Александрова, и вот вам георгиевская ленточка. Вот что мы должны с этим делать? Мы с тобой люди, которые принадлежат к этой русской культуре. Я считаю, что мы должны поддерживать тех людей в Грузии, которые борются за свободу и независимость. Это, во-первых. Во-вторых, мы должны просто дружить с Грузией, с грузинами. В-третьих, что касается, скажем, до ситуации в России, я, скажем, считаю, что русский мир — это вообще это идиотское изобретение. Нет никакого русского мира. Есть русская культура, вот она есть. Русская империя. Есть русский язык, он тоже есть. А русский мир — это изобретение путинских политтехнологов для того, чтобы проталкивать какие-то политические, коммерческие, денежные интересы российской элиты. Вот все. Это фикция на самом деле, и то, что под соусом этого русского мира на самом деле открывают какие-то шпионские центры, я думаю, это все скоро закончится. Я думаю, что сейчас вот у нас в России действительно имеется такой ренессанс, такой реальный ренессанс сталинизма. Такой сталинизм лайт, да, такой с ментолом, чтобы дышать было чуточку легче. Вот пока это происходит, все это безобразие будет твориться. Как только Путин сгинет, я думаю, все быстро наладится, и русские будут себя прекрасно чувствовать в Грузии, ездить сюда и на машинах, и на поездах, и летать на самолетах. Грузины будут приезжать учиться не только в Берлин там, или в Сорбонну, или в Оксфорд, но и в Москву, и в Петербург. И вообще я уверен, что
вот эта уродливая очень мутация путинская, точнее, если говорить о грузинской ситуации, то мутация имени Путина дробь Иванишвили, я думаю, ее годы сочтены. Нету мифического русского мира, он реален. Но надо не забывать, это не просто Российская империя, это чекистское. Сегодня это чекистское государство, силовое государство. Это у власти стоят те, на совести которых, которые принадлежат к организации, на совести, то есть совести там нету, ну, условно, как выражение, миллионы, десятки, на руках которых миллионы убитых. Миллионы убитых. Вот когда ты кем бы ни был, по какой бы, то как Виктор Некрасов сказал, по профессии могли бы выбрать другую, когда у него НКВД обыск проводила. Извините, у нас такая профессия. Ну, могли бы выбрать другую, да. То тут просто уже речи ни о чем другом не идет. Добровольно, вдруг тебя там под пытками вынудили, но ты продолжаешь быть в этой организации, ты согласен быть в ней, вроде тебе неплохо там. Просто никогда не знаешь, когда говоришь с человеком, там, кому он принадлежит. Ты же никогда не узнаешь, как говорил Юза Лешковский. Объясни, пожалуйста, русским людям на русском языке, что есть такая угроза. Она уже все, она завтра наступит, это реальность. Что империя, она состоится, потому что у него эти намерения, он идет шаг за шагом, поступательно, и он от этого не отступится. И завтра придут к тебе на танках и тебя ликвидируют. Это твоя перспектива. Объясни это русским людям в России. Это, к сожалению, понять невозможно. Про то, что ликвидируется, про то, что каждый думает, а танк проедет мимо. Ну, мимо меня все-таки проедет. Ну, вот мимо моего подъезда там пронесет где-то. Нет, рано или поздно не пронесет. И, как говорится, блажен муж и жени на совет нечестивых. Как начинаются притчи Соломоновой. То есть не надо иметь дело с русским миром. Вот что главное, я сейчас скажу. Вот существует так называемый спутник, да? Такая как бы миленькая, везде там по всему миру спутник, Грузия спутник, Чехия спутник, Америка, по-моему, этот Марк уже сделал их иностранными агентами, хотя, естественно, ничего не дают в Америке, все окей. И дальше, но кто-то, вот даже здесь, даже те, которые нормально прозападно мыслят, и все, раз я вижу, они в соцсетях, вот что сказано там, ну, просто элементарно, ой, как хорошо там сказано про какой-то красивый домик в Тбилиси. И то, кстати, не всю правду сказано, там какую-то неверную информацию дают под видом культуры. Не надо, вы посмотрите, какие они активные, вот это вот пассивность, то есть они вот если в любую, там, в Википедию, там, я не знаю, в Google зайти, какой-то набрать, там, я не знаю, птичка в небе, такого-то числа, первое, что выйдет, это их, обязательно ссылка на их статьи, они очень активные. Как проникает русский мир в культуру Грузии? Банальный подкуп деятелей культуры и лидеров общественного мнения, пропаганда на телевидении и в интернете. Почти все крупные средства массовой информации так или иначе подчинены российскому контролю. Остался один независимый канал «Товари Архи», продолжающий сопротивление, с которым ведется жесткая борьба еще со времен Рустави-2. Ника Гварами и его команда подвергаются чудовищным неприкрытым атакам. На бытовом уровне, в обычной жизни агрессивно навязываются российские стереотипы благополучной жизни. Пользуясь экономической ситуацией, Россия буквально шантажирует Грузию. Может открыть или закрыть авиасообщения, понимая, насколько важен этот фактор для экономики Грузии. Такие подлые методы воздействия и давления, такое унижение только множит презрение к России. Как и во времена Советского Союза, снова принуждение к любви. Когда 20 с лишним процентов территории оккупированной, вот хотят открыть, или уже открыли, или вот-вот, культурный центр. Ну, это будет центр шпионажа, я так думаю, больше это не суждено этому центру. Любая культурная организация под эгидой русского какого-то общества, любого, пусть это будет Африка, там самый юг Африки, какой-нибудь Акапулько, пусть это будет, я не знаю, где-нибудь Северный полюс,
это будет в любом случае, даже если они будут притворяться оппозиционерами, будет лояльное русскому миру общество. Поэтому все те, кто приезжают в какие-либо общества, на какие-либо, не знаю, фестивали, на какие-либо концерты, на какие-либо песни и пляски, они просто должны знать, куда они приезжают. Почему это важно? Важно это или нет, решать каждому человеку для себя. Но вот, допустим, не знаю, действительно, ведь хорошие вещи происходят. Мы же культурой занимаемся там, мы культурно занимаемся здесь, мы продвигаем культуру. И, естественно, обязательно будет дружба народов, застолье там, особенно в Грузии застолье какое. В Африке, наверное, тоже застолье, я не знаю, в Израиле застолье будет, на севере, наверное, свои какие-то песни будут вокруг оленей. Но дело в том, что, предположим, такая ситуация – будем считать, перефразируя Иоанна Павла II, фантастическое, что люди договорятся, или там в России наступает демократия каким-то странным образом. И завтра же эти же люди никуда не исчезают во всех обществах. Завтра они эти имена, которые к ним приезжали, и музыкантов, которые якобы в оппозиции, писателей, поэтов, актеров, режиссеров, кто там еще есть из представителей литературы и искусства, они, кто к нам, они их подадут на блюдечке с голубой каемочкой, мы были за вас, ребята. Эти имена подадутся с тем видом, что мы были с вами. То есть культура в штатском, с любыми погонами, в любой стране мира, она потом мимикрирует, потому что мимикрия – это одно из главных качеств чекистско-советского такого общества. То, что в Грузии творится с правительством, я не знаю, я издали наблюдаю за действиями Иванишвили, такой есть миллиардер, который хочет быть хозяином Грузии, но он ставленник, конечно, российской администрации. А в Грузии, как я услышал, была изобретена, я думаю, это грузинское ноу-хау, хотя, может быть, опять же, это придумали где-нибудь на Новой площади в Москве в аппарате президента, просто самый циничный, прямолинейный, такой, я бы сказал, крестьянский способ подкупа этих самых знаменитых деятелей культуры. То есть просто им регулярно платить от государства, или там, скажем так, от спонсоров этого государства, каждый месяц им платить такие хорошие, толстые суммы денег. Какой-то миллиардер пришел, правда, в России нашел он эти миллиарды, приехал сюда, приехал как ангел такой, хочет сделать счастливым Грузию. А что они должны делать взамен? Не надо даже говорить. Они должны молчать минимум или иногда что-то в пользу приходящих сказать пользу. И они... Но некоторые вообще сошли с ума от такого счастья и начали бить себе кулаком в грудь и говорят, что вот это Саакашвили, который нас губит, дышится как свободно, какие мы, где мы, в какой лаже, где-то жили, так что самый, это был негодяй, сволочь, довел нас до ручки, в общем, любое слово, компрометирующее Саакашвили. Злые языки говорят, что эти деньги наш миллиардер, олигарх Иванишвили своих денег не тратил. Они попахивали с газпромовскими деньгами. Легко поверить в этом, легко, потому что, как все, в основном олигархи, Иванишвили тоже такой скупой человек, потом выяснилось это во многих. В эту ловушку попали люди, как, по грузинским меркам, во всяком, гениальный режиссер Эльдар Шенгелая. И его брат Георгий Шенгелая.
который там известный сценарист Резо Гаприадзе. Сценарист и талантливый человек, которым мы гордились все время. И известный режиссер Резо Эссадзе. Ну, наш гордость просто Роберт Стуруа, режиссер театра Руставели, который что-то вдруг сразу не понравилось что-то и начал даже спектакль против Саакашвили поставил. Как будто Саакашвили ему мешал что-то ставить, что-то не ставить. Что границы они переставляют, это смешная история вообще. Они переставлять начали после завоевания Осетии в ночь на метр. Какие-то кубы у них были бетонные. За ночь на метр, да получились километры. Вот. Люди, заглядывающие на чужую государственность и территорию, пока вы практически все будете крымнашевцами, никакого будущего у вас нет. Да я бы и не желал хорошего будущего той России, которая сейчас граничит с Грузией. Я бы желал полного развала, если не безграничного океана. Потому что Россия – это враг номер один. Более могу сказать, это единственный враг моей страны. Единственный. Маленькой, красивой, богатой европейской Грузии. Почему? Ответа нет. А вот просто потому, что кончается на «у». А ведь есть стихи получше на русском, да. Далеко-далеко на озере Чад изысканно бродит жираф. Ведь красиво. Мне бы хотелось, чтобы мои дети это читали и наслаждались, как я в свое время. Хотелось бы. Сослагательного наклонения история не терпит, так что этого не случится. Не случилось и не случится. Русские люди искренне не понимают, в чем их обвиняют, в чем они провинились. Чем они отличаются от остального мира? Ведь они часть европейской культуры, их литература и искусство внесли большой вклад в цивилизацию. Они разделили столько страданий с человечеством, прошли страшную войну. Они добры и отзывчивы к чужому горю, они вправе рассчитывать на понимание. А понимания нет. Почему? От них ускользает одна вещь. Они не видят свою особенность. В современном мире не прощают нацистских высказываний. Они не понимают, что высказывания и, как следствие, действия их соотечественников по отношению к грузинам, украинцам, чеченцам по сути и есть нацизм. И когда они слышат уничижительные слова или даже анекдот в адрес другой нации, им это не режет слух. Нацисты ходят среди них, сидят в офисах, отдыхают, вещают с экрана телевизора. Это обычная рутина, обычная среда россиянина. И когда их страна начинает войну против другого народа, это плавно включается в повседневную жизнь. Ровно так же, как они не останавливают нациста на улице, так же они не останавливают свою власть. Осознанием того, что чеченец, русский и якут – это одно и то же, и вы, и Россия никакое не русское государство. Это не государство русских. Если вы хотите государство русских, тогда это где-то Бельгия примерно, наверное. Это Московия. Так живите в Москве. Если хотите федерацию России, смотрите на Америку. Там нет государства англичан или англоязычных. Пока не дойдет до сознания рядового русского, шовинисты будут всегда, 10%, 15%, а то и 20%, может быть, черт с ним. И во Франции такие есть, и в Америке. Пока не дойдет до сознания, что главное – это уметь
сожительствовать с остальным миром, а не смотреть на остальной мир свысока. Да какого свысока? Немытая же Россия до сих пор и всегда была, и будет. Вот пока вы не обмоетесь, пока не научитесь жить наравне и на равных условиях со всеми соседями, пока экономика, которая у России, скорее всего, прорвется, если там будет и демократия, прорвется не хуже, чем в Америке. Пока экономика не станет целью номер один, пока самый главный оппозиционер Навальный не будет таким же антигрузином почти, как и Путин, никакого будущего у вашего государства нет. Я не знаю, что делать с этим. Я пытаюсь объяснить даже оппозиционные люди русские, которые настроены против Путина. Они все равно этого не понимают. Когда мы говорим, ну смотрите, вы отхватили часть этой территории, но когда вы приезжаете сюда, ну хоть извинитесь, они этого не понимают. Они говорят, давайте дружить. Мы друзья, давайте дружить. Ну, как все русские ведут, как они вошли в Прагу в свое время, как они вошли в Венгрию. Ну, печально это все, печально это все и для России, которая постепенно разлагается и гибнет. То, что случилось в России, ее оккупировали большевики. Разложили народ, раскулачили крестьянство, уничтожили дворянство, перестреляли или пересажали интеллигенцию, превратили писателей в рабов. То, что происходит в России, продлится недолго. Есть такие циклы. Вот этот цикл хамства, он каким-то образом созреет и упадет, как гнилое яблоко. Вот и все. Поэтому вы не думайте, что то, что бродят какие-то русачки по Тбилиси и хамки, ну ничего удивительного. Они бродят и по России. Они оплевали всю Россию. Моя страна на границе выживания. Она была много раз на этой границе, и мы всегда пересекали эту границу и выходили победителями. Россия не побеждала никогда. Никогда. Она всегда, что бы она ни завоевывала, в какой бы войне она формально не побеждала, она всегда побеждала саму себя. Она всегда после каких-то аннексии Крыма, Абхазии, других войн, завоеваний и так далее, она всегда становилась еще и еще хуже. Она всегда уходила минимум на шаг назад. Шаг вперед, 2 шага назад. Чего вам и желаю, если не вылезете из этого мышления великорусского шовинизма, царизма. Еще раз повторяю, вы последние изверги на политической карте мира. А извергам там места нет. Мне бы хотелось, чтобы это место заняла или новая, качественно улучшенная страна, или несколько стран, тоже допускаю. Или там просто был безграничный океан. Так бы мне хотелось. Посмотрим, как получится. У вас как получится. А у нас получится все.